Мы взяли машину и отправились кататься на сноубордах в австрийские Альпы. За это путешествие мы преодолели почти 1000 километров. 800 на машине и еще 200 на досках. По пути увидели сказочные озера и волшебные альпийские деревушки. Катались на ледниках и гуляли по средневековым замкам. А еще попробовали настоящий кайзершмарн и легендарные конфеты Моцарт-Кюгель. И наконец поняли, почему в страну с населением всего 9 миллионов человек приезжают люди со всего мира. Итак, мы прилетели в Мюнхен, взяли машину в аренде и сейчас мчим в Зальбах. Правильно я сказала? Залбах. Да. Хинтерглем. Как-то так. Как хот-дог на Газпромовской заправке. Только Бургер Кинг на немецкой. Вот с таким вот кайфовым видом сейчас будем кушать. Красота. Вот туда мы едем кататься. Время 8 утра, легкий морозец. Мы бодры и веселы. Зальбах Хинтерглем – один из самых больших горнолыжных курортов Австрии. Это огромный лыжный регион, который объединяет 4 зоны катания – Зальбах, Хинтерглем, Лиаганг и Фибербрун. Общая протяженность трасс 270 километров. Главная фишка этого места – ски-серкус или горнолыжный цирк. Почему цирк? Потому что трассы расположены по обе стороны долины, на северных и южных склонах. Здесь можно устроить настоящее ски-сафари и отправиться в долгую прогулку по одному из 5 круговых маршрутов. Именно это мы и сделали. В первый день мы решили проехать маршрут через долину Лиаганг, наслаждаясь каждым спуском и видом на Альпы. Бобик сдох. Первый день каталки. Силы закончились.
Итак, новый день, новый круговой маршрут. В горах все просто. Кто раньше встал, тот катается по свежим трассам. Поэтому мы просыпались в 7 утра, чтобы успеть поймать идеальный снег, потому что уже к полудню солнце превращало его в кашу. В начале марта снега было откровенно немного. Да, на курорте одна из лучших систем искусственного снижения, но даже она иногда бессильна против природы. Зато в плане организации здесь все на высшем австрийском уровне. Современные подъемники с подогревом и автозакрытием, удобная навигация, широкие длинные трассы. Самая протяженная, кстати, почти 8 километров. Подъемники практически пустые. Трассы, как вы видите, почти тоже. Мы ни разу пока не стояли в очереди. При этом они все новые. Сейчас едем в креселке, есть гондолы. В общем, кайф. Да. Такой вот видочек. Да, людей здесь действительно немного, но сколько же здесь лыжников? Очень много лыжников. Сноуборд в Европе вообще не супер популярен. Так и вынудит нас перейти на темную сторону. К концу второго дня тело молило о пощаде. В соседнем городке мы нашли огромный спа-комплекс с кучей бассейнов и парных. Правда, большинство саун без купальников. Такая вот австрийская классика. Посидели в пузырьках. Не спрашивайте, откуда они. Итак, мы приехали в Зальцбург. Мы ничего не знаем про этот город, мы не готовились вообще. Кроме одного забавного факта. Здесь родился Моцарт, и, кстати, он был не австрийцем, а немцем. По крайней мере, он сам себя так идентифицировал. А вообще, город очень милый, уютный, чем-то напоминает Рыбинск. Какие-то вайбы Пятигорска, может быть. Ну, еще тут замок есть. Замок видно везде, особенно когда к городу подъезжаем. Кое-что про Зальцбург мы все-таки узнали. Зальцбург – это небольшой австрийский город на границе с Германией, но с очень богатой историей. Его название буквально означает «соляной город». Все из-за торговли солью, которая когда-то сделала его невероятно богатым. Старый город здесь настолько хорошо сохранился, что входит в список ЮНЕСКО. Узкие улочки, барочные здания, церкви – все выглядит как декорации к фильму. Главный символ города – это замок, который возвышается прямо над центром. Эта крепость – Хоензальцбург, одна из крупнейших средневековых крепостей в Европе. Ее начали строить еще в XI веке, и за все время она ни разу не была захвачена. Это мы снова лезем в какую-то гору. Полчаса до закрытия замка, но нам надо посмотреть. Легкий подъем, я бы назвал это так. А за полчаса до закрытия замка нас женщина-билетерша бесплатно впустила. Вот, любуемся красотами. Нам мало подъемов-то на горе, на каталке, поэтому мы ползем наверх самой Зальцбургской крепости. Но главное, что мы делаем это бесплатно, потому что осталось 15 минут до закрытия, и нам сказали... Да, второй раз нас пропускают бесплатно. Очень милые люди работают в этом замке. Сверху открывается, наверное, лучший вид на весь Зальцбург. Именно оттуда становится понятно, насколько этот город уютный и компактный.
Но все-таки главный человек, с которым ассоциируется этот город, это Вольфганг Амадей Моцарт. Зальцбург до сих пор буквально живет его именем. Музеи, вывески, сувениры. И, конечно, знаменитые конфеты. Моцарт-кюгель – это шоколадные конфеты с марципаном и фисташкой внутри. Их здесь продают на каждом углу. И да, путешествуя, иногда ловишь себя на мысли, что это место напоминает города, в которых ты уже был. Наверное, в этом и есть одна из магических сторон путешествий – находить в новых местах уже знакомые чувства. Фибербрун – это место, известное как фрирайд Мекка. Именно здесь проходят этапы Freeride World Tour. Но в нашем случае ни о каком фрирайде речи, конечно, не было. Снега оказалось слишком мало. Поэтому пришлось немного перестроиться и искать другие развлечения. Так, Катя ставит рекорд этого склона. Го-го-го! Итак, мы пришли есть классическую австрийскую еду. Суп-гуляш. Борща нет. Чизбургер. Я хотел шницель, но Катя почему-то меня отговорила. По ценам. Суп стоит вполне адекватно. 8 евро. Чизбургер немного too much. 18, по-моему, да? Ну и куда без пива. Австрийское. 6 евро. С едой в Австрии, кстати, оказался полный порядок. Особенно выручали супы. Похоже, мы по ним реально соскучились. Итак, мы на самой высокой точке ледника Kitzsteinhorn. Надеюсь, я правильно произнес. И смотровая называется Top of Salzburg. Возможно, это самая высокая точка в Зальцбурге. Вы просто посмотрите, какие потрясные виды открываются отсюда. В последний день мы решили протестировать другие зоны катания, которые входили в наш скипас. Первая остановка – это ледник Kitzsteinhorn в Капруне. Снег здесь оказался совершенно другого качества. Но судя по толпам людей и длинным очередям, это поняли не только мы. Уверен, виды здесь невероятные. Но нам в этом плане не очень повезло. Все было затянуто туманом. После обеда мы поехали на курорт Цель-Амзе. Здесь трассы спускаются прямо к огромному живописному озеру, и все вокруг выглядит очень волшебно. Вообще, в Австрии мы не переставали удивляться тому, как гармонично здесь существует природа и человек. Итак, стандартный набор классической альпийской деревушки. Церковь, магазин, заправка, панорамные виды на горы, озеро опционально. И при этом даже в такой глуши кипит жизнь. Ну что, похоже, сегодня последний день каталки. У нас есть еще день завтра, но учитывая количество снега и погодные условия, кажется, мы найдем, как его провести иначе. Но посмотрим. Вдруг мы встанем и решим, что нет, сегодня мы пойдем катать. То нам не хватило. Да. Как ни странно, сегодня было очень туманное, морозное, снежное утро.
И как только закончилась каталка, вышло солнце, на улице весна, все течет, птички поют. Внизу, конечно, каталка уже просто раскатанная до земли. Но мне кажется, мы сегодня тоже кайфанули. Да. Главное найти, как кайфануть. Хинтерзе – одно из самых красивых озер Баварии. Озеро окружает какой-то волшебный лес с заросшими мхом камнями, и создается ощущение, будто мы попали в сказку братьев Гримм. Это кристально чистая вода, так и хочется занырнуть. Хотя, судя по немецким правилам, сделать это не получится даже летом. Повезло же кому-то иметь здесь домик и любоваться этой красотой каждый день. Мы приехали на какое-то небольшое озеро недалеко от Зальцбурга. Но вообще это Германия. И мы думали, что проведем здесь полчаса, но взглянув на эти просто необъятные просторы, красоты, мы сходим уже второй час. А следующая остановка – озеро Кёнигзе. Здесь все настолько гармонично и идеально сочетается между собой, что совсем не хочется уходить. Хочется просто вдыхать этот свежий воздух и наслаждаться видами. Но нам пора отправляться дальше. Впереди нас ждал не менее сказочный замок Хоенверфен. В Австрии меня не покидает чувство, словно я нахожусь в декорациях своего любимого сериала «Десятое королевство». Мы ездим по округе и случайно натыкаемся на такие чудесные местечки. И очень забавно, что я погуглила, и действительно «Десятое королевство» снимали в австрийских Альпах в том числе. Вот. Да, в городе Гальштадт, который буквально в часе отсюда, совершенно точно снимали. Хотя вот смотря на этот замок, мне кажется, что что-то здесь было. Абсолютно точно, когда-то здесь что-то было. Да.